И начнем со страшного. $45 за баррель. Справедливые $45 за баррель, как говорит агент Дональд. Бенефис Дональда Фредовича был бесконечным. Заявление мы от него услышали. Приходится комментировать. Да, тут на самом деле потрясающая вообще ситуация складывается. Вокруг, в мире там что-то с углем происходит, какие-то новости про водород не очень позитивные. Ничего не интересно, везде Дональд, как его? Фредович. Так вот, Трамп. Ну и мы поговорим о нем тоже в нашей непередаваемой манере, с графиками, таблицами. Поговорим про бюджет Российской Федерации. В общем, все, кто любит бюджет Российской Федерации, а также поговорить про нефть. Начинаем. Именно это и есть причина, почему мы говорим о Трампе. Это может повлиять на ситуацию на нефтяном рынке, что напрямую влияет на доходы государственного бюджета Российской Федерации. Только с этой точки зрения нам интересно все, что мы услышали от мистера Трампа. Ну, собственно говоря, что, я думаю, надо объяснить. А что же он такого сказал? $45, справедливый, о чем вообще речь? В четверг он выступал на Всемирном экономическом форуме в режиме онлайн, и там он назвал наследственного принца Саудовской Аравии для начала фантастическим парнем, что прекрасно, и сказал, что собирается попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в США до $1 триллиона. Ну, мало инвестиций, да, вот. Мы тут как-то за кадром уже обговорили этот вопрос. Паниковский постарел, но, с другой стороны, масштаб увеличился. Не дай миллион, а дай триллион. Нет, увеличить, там уже какая-то сумма есть, поэтому, кстати, не триллион, всего-то несколько сотен миллиардов. Ну, он скромный запрос. Утверждал, что есть планы об инвестиции за ближайшие несколько лет 600 миллиардов со стороны Королевства Саудовской Аравии, не расшифровывая, куда, что такое несколько лет. Ну, число назвал. Ну и кроме этого, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, заявил, что вот тут... Да, фантастический парень, дай триллион. А еще, я, говорит, попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК увеличить добычу и снизить цены на нефть. У меня вообще было впечатление, что он, когда говорил, он не в тот ящик стола залез, достал запись выступления Байдена и зачитал по новой. Что где-то мы это уже слышали. Попрошу, заеду в гости, уговорю. Вспоминается 22 год, бесконечные караваны американских и европейских политиков, кочующих по Ближнему Востоку, с одной и той же просьбой: увеличьте, нарастите, снизьте и так далее. Чем закончилось, известно. В Объединенных Арабских Эмиратах на входе в зал для приемов иностранных делегаций сняли дверь. Ну и, собственно говоря, давайте маленькую цитатку из Дональда Трампа. Понятно, говорит президент Соединенных Штатов Америки, поэтому лексика соответствующая. Если бы цены снизились, война между Россией и Украиной немедленно закончилась бы. Сейчас цены достаточно высоки, чтобы эта война продолжалась. Вы должны снизить цену на нефть. Вы можете закончить эту войну, обращается он к Саудовской Аравии. Они должны были сделать это давным-давно. Это говорит он уже про ОПЕК и про саудитов в частности. Вообще позиция прекрасна. Мне в этой цитате нравится следующее. То есть есть некая ситуация конфликтная, в рамках которой президент Соединенных Штатов говорит: вы знаете, вообще это вот рынок нефти виноват. Вот если бы вот эти вот люди, которые на рынке нефти что-то там делают, кстати, мы величайшая страна в области нефти, помните об этом, но мы к текущей ситуации никакого отношения не имеем, ничего сделать не можем. Саудиты, увеличите добычу и обвалите цены. Ну, я с своей стороны замечу, что более прокитайского выступления Дональда Трампа, которое требует снизить стоимость нефти, а Китай является крупнейшим импортером нефти на планете, я думаю, что он заслуживает какую-нибудь грамоту хотя бы от Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Дональд Фредович, мы за вас переживаем. У вас все еще нет грамоты. Продолжайте. Ну, справедливой ценой, собственно говоря, Дональд Трамп считает $45. Почему $45? Мне кажется, ему просто нравится, но давайте вот запомним. $45. Мы к этой величине чуть позже подойдем и проиллюстрируем ее. Я, кстати, даже отчасти согласен, что справедливо $45, но... В общем, Дональду Трампу люди, к которым он обращался, ответили в том смысле, что, вы знаете, ситуация сложная, нефтяной рынок, он, мягко скажем, непростой, спрос растет, добычу нужно увеличивать, деньги надо инвестировать, поэтому там очень вежливо, предельно корректно. Ну, вы знаете, есть такая штука себестоимость, возможно, вы не слышали.
Так вот, с ней все непросто, поэтому почему вы считаете, что $45 справедливая цена, мы не понимаем. Но, кстати, мы слышали, у вас тоже есть планы наращивания спроса. Что вы будете с ними делать? Наверное, ничего. Хочется отметить, что мгновенно Дональда Трампа поддержали хуситы. Если нужно снижать цену на нефть, они готовы. У него уже есть союзники. Движение хуситов задумалось о том, не разрешить ли свободное судовождение по Красному морю. Так что Дональд Фредович уже не одинок. Поздравляем. Ура! Ну и, собственно говоря, дальше господин Трамп не унимался. Ему, значит, SEO, то бишь один из топ-менеджеров Total, прошу запомнить, Total, задает вопрос, такой, знаете, вопрос в стиле комментария. Как раз там же Давос, экономический форум. Мы инвестируем в газовую отрасль США в Техасе. Мы экспортируем СПГ в Европу. Глава, один из топ-менеджеров Total. Это уже не мы с Борисом говорим. Это один из топ-менеджеров Total говорит, мы, Total, экспортируем СПГ. На всякий случай, французская компания со штаб-квартирой пока еще в Париже. Так вот, кстати, да, как мы, собственно говоря, в этом эфире неоднократно намекали, Total является крупнейшим экспортером американского сжиженного природного газа. Поэтому, когда говорят, что американцы, когда Макрон говорит, вы знаете, американцы нам так подняли цены, в это время, мне кажется, должно икаться топ-менеджерам Total. Кстати, о них. Итак, экспортируем в Европу. Некоторые люди боятся, что если будет много проектов СПГ, это поднимет цены на сырьевой газ и СПГ в США. И эти люди предложили поставить новые проекты на паузу. Вы согласны? Собственно, о чем идет речь? Вопрос в адрес Трампа на всякий случай. Да, это не нам, это вот господину Трампу. Вопрос, по сути, следующий. Мы как-то эту тему тут пытались раскрыть, но тут, понимаете, акторы выскакивают, люди, о которых мы говорим, они имеют к этому отношение. Они выскакивают и говорят, наконец, да, мы имеем к этому отношение, и мы считаем, что, вы знаете, есть некоторые сложности с газодобычей, есть некоторые сложности с вашим растущим спросом и сложности с переизбытком предложения, которое может возникнуть. Нет ли мысли поставить на паузу некоторые СПГ-проекты, потому что возможен кризис перепроизводства, а если будет кризис перепроизводства, то возникнут сложности у всех участников процесса. Не хотите ли вы с этим что-то сделать, не собираетесь ли вы? Что отвечает президент Соединенных Штатов? Знаете, переводя на русский, да вообще ужас. Начинает президент Соединенных Штатов. Как они поступили с этими новыми проектами? Задерживали согласование десятки лет. Если что, согласовывать СПГ-проекты начали с начала нулевых годов. Прошу прощения, надо уточнить. 21 века. Десятки лет. Первый СПГ-проект в Соединенных Штатах состоялся в 2015 году. 16-м. Даже 16-м. Вот 9 лет. Вот прям. Хорошо, согласовывались с 2012 года. О чем говорит президент Соединенных Штатов? Видимо, о чем-то своем. Какие-то люди десятки лет задерживали, бывает. Я в прошлый раз пришел, разрулил парочку проблем. По-моему, он пришел как раз где-то 16-17 год и ушел в 2020 году. Какие десятки лет? О чем речь? Я поясню, о чем речь. Речь о том, что здесь Дональд Трамп пытается сказать, вы знаете, были новые проекты, которые не стали согласование которых решила задержать администрация Байдена. Согласование получения лицензии на экспорт, не более того. Все остальные проблемы, связанные с новыми проектами, решают инвесторы, частные компании, которые ищут возможности для реализации своих проектов. Согласовывают с Министерством природы все, что касается охраны окружающей среды, с банками, где кредитоваться, с будущими покупателями. Это все решает кто угодно, только не государство США, частная компания. Задержка со стороны мистера Байдена была в выдаче экспортных лицензий для тех проектов, для которых еще не согласовано окончательное инвестиционное решение. То есть все, что собирались ввести в эксплуатацию в ближайшие 3 года, с 25-го и далее, это все не задерживали. То есть у нас некоторые аналитики тоже неправильно поняли, решили, что всю СПГ-отрасль Соединенных Штатов поставили на паузу, но нет. Там новые проекты, которые строятся, которые должны заработать,
Они строятся и должны заработать. Все, что отложили, это что-то очень отдаленное. На самом деле в Соединенных Штатах есть закон о защите прав инвесторов. Если инвестиционное решение принято, то остановить задним числом вот такой проект уже сложновато. Закончится судами, которые будут явным образом проиграны. Как бы мы ни относились к Байдену, но люди, работавшие в его администрации, об этом прекрасно помнили. Тут сейчас всем непонимающим даже... Мне вообще очень нравится, как вот меняется ситуация. Это, знаете, мы тут потруниваем над Блумбергом в меру наших скромных сил, но Блумберг начал пестреть просто хорошей аналитикой. Такой, знаете, трезвый, без аля-улю. Потрясающе. То есть стоило Байдену уйти, прийти Трампу, и как он облагородил, как расцвел Блумберг при Трампе. Да, фантастически. И вот они там тоже намекают. Сразу после появления указа о том, что в природе существует только два пола, мужской и женский, Блумберг неожиданно стал писать более качественную аналитику. Я не знаю, может быть, просто хронологически совпало. Так вот, мы ничего не утверждаем. Давайте дальше, потому что здесь тоже пара моментов есть, которые хотелось бы проговорить и бежать дальше к красивым графикам. 45, помним. Так вот, мы думаем, что чем больше проектов, тем дешевле будет газ. Вы знаете, это вообще интересное утверждение. Нет, в принципе, если будет кризис перепроизводства, то газ местами будет дешевле. Но чем больше проектов СПГ в Соединенных Штатах, тем больше на внутренний рынок Соединенных Штатов будут влиять цены в Европе и в Азии, где они в среднем, так случилось, выше, чем в Соединенных Штатах последние лет, наверное, 15. То есть года с 2010-го так точно. Так вот. Чем больше газа покинет территорию Соединенных Штатов, тем почему-то газ в Соединенных Штатах станет дешевле. Я с этой логикой не знаком. Нет, в принципе, может быть, он имеет в виду, что вот при нем в 2019 году газ дешевел. Это когда новые проекты СПГ сразу, и были введены в эксплуатацию, и на рынке оказалось 55 миллиардов кубов газа сразу, которые, извините, немножечко обвалили котировки. Притом это привело к тому, что в Европе в панике бегали некоторые компании, которые летом купили газ по 200, а потом зимой им пришлось продавать его по 150, заплатив за хранение. То есть они были в такой, знаете, в легком восторге. Нет, если господин Трамп имеет в виду, что это вот он сделал так, что газ подешевел. В Европе и в Азии. В Европе, в Азии, может, в Соединенных Штатах там тоже так чуть-чуть, то хочется его расстроить. Дональд Фредович, если вы нас смотрите. Во-первых, спасибо, продолжайте. А во-вторых, я хочу заметить, что нет, так это не работает. Даже если будет кризис перепроизводства, то, во-первых, пострадает экономика, как показывает практика. В первую очередь новых проектов без долгосрочных контрактов с конечным потребителем, это важная оговорка. А это значит, что главными пострадавшими будут проекты в Соединенных Штатах Америки, как это уже бывало. И еще какой момент. А после того, как кризис закончится, цены в Соединенных Штатах будут, стремиться к показателям европейским и азиатским. Может быть, азиатские и европейские показатели будут всегда теперь в районе $100, но я немножко сомневаюсь, хотя бы потому, что, знаете, даже вот представим, газ в Штатах стоит $50. Представим. Иногда такое бывало. Вот сейчас он 150, но мы туда не смотрим, это не важно, это отложили, забыли, 50. Берем этот газ, платим за доставку до завода. На заводе сжижаем этот газ. При сжижении теряется 10-15%. Платим за сжижение, долларов так, от 50 до 100 где-то. Платим за доставку этого газа. Для начала за хранение, потому что пока не наберется нужный объем, танкер не подгонишь. Это мы даже... Это мы сейчас вот... Это мы еще за регазификацию тогда заплатить, за прочее. Не-не-не-не. Вот мы берем вот это. Представили, $100 в Европе, $100 в Азии. А как вы собираетесь в плюс продавать этот газ? И кто его будет вообще продавать, если вы за 50 взяли, 100 доложили за сжижение? Это плата, которую вы обязаны платить, как Total, например, подписавшая контракт с американским заводом. Потому что у завода должна быть гарантия возврата средств, которые он взял у банка. А значит, ты, дорогой друг, должен будешь платить заводу, в смысле предприятию, заводу. Должен будешь ему платить, сжижаешь ты газ, не сжижаешь, ты вот эту сумму обязан заплатить. Сжижай и, или плати. Не сжижаешь, плати, сжижаешь, доплачивай.
Ну и вот, и мы приходим к тому, что представление о прекрасном господина Трампа очень интересное, и финализируя вот эту часть его экономических откровений, я замечу следующее. Мы еще и генерацию для ИИ построим, это очень хорошо. Я вот в восторге каждый раз, когда кто-то строит генерацию для искусственного интеллекта, прям прекрасно. В чрезвычайной ситуации я могу сам выдавать разрешение, тоже хорошо, но важно не это. Нам нужно удвоить производство энергии. Я объявляю чрезвычайную ситуацию и разрешу строить генерацию электроэнергии для искусственного интеллекта. И уголь тоже пойдет в дело. Угля у нас много, нефти и газа много. Да, действительно, Соединенные Штаты Америки нетоимпортер нефти, нетоимпортер нефти, и, соответственно, им надо где-то удвоить производство этого сырья для покрытия собственных нужд, с учетом того, что далеко не вся нефть, которую они добывают на своей территории, потребляется на их территории. Казалось бы, парадокс. Вы потребляете 20 миллионов баррелей в сутки, добываете 13,5 миллионов баррелей в сутки, и на экспорт отправляете 3,5 миллиона баррелей в сутки. Как-то не бьется вроде бы. 20 потребляете, 13 добываете и на экспорт отправляете. Зачем? А затем, что нефть очень разная штука, и далеко не вся нефть может потребляться внутри Соединенных Штатов Америки просто ввиду неподходящих физико-химических характеристик, ввиду неразвитости логистики. Правда, если бы нефть подходила, с логистикой бы что-нибудь сделали. Ну, это ладно, это, возможно, господину Трампу еще нужно будет сделать все эти открытия. Нам тут, кстати, объясняют про 45. Мне очень понравилась версия. Кстати, если что, вот есть QR-код в углу экрана. Нам можно писать предложения, замечания, вопросы. Будем стараться комментировать и каким-то образом отвечать. Нам объяснили тут вот. Почему $45? $45, потому что 45 сакральная... 45 год победы во Второй мировой войне над германским нацизмом, итальянским фашизмом и японским милитаризмом у агента Трампа отложилось. Вот. Я думаю, что все намного проще, не надо такой конспирологии, надо вспомнить порядковый номер президента, и все будет хорошо. Не-не, он вроде уже 47-й, хотя он был 45-м. А это старые воспоминания нахлынули. Он просто он еще не понял, что он уже 47-й президент. Так бывает. В общем, 45 справедливая цена, и тут Bloomberg, вот нами ранее упомянутый, начинает работать в режиме и нашим, и вашим. Когда надо было объяснять, что Байден гений, там все было понятно. Байден сказал ценам упасть, цены падают. Будет переизбыток предложения. Как только приходит Трамп, тут, знаете, уже становится не все так однозначно. ОПЕК не может устанавливать цены, сообщает нам Bloomberg. Знаете, шок. Оказывается, когда Байден говорил, знаете, это в 4-м квартале 2021 года. Вы знаете, простые американцы, вы много платите за бензин, потому что Россия и Саудовская Аравия взвинчивают эти цены. Не в 22 году, подчеркиваю, в 21-м. И вот, значит, ОПЕК, оказывается, говорит нам Bloomberg, который до этого говорил другое, не может устанавливать цены. И у организации есть возможность, оказывать понижающее давление, увеличивая добычу. Как бы цены не могут устанавливать, но как бы в целом-то человек правильно говорит, цены-то устанавливать не могут, поэтому он не совсем прав. Могут, но не могут. Так бывает. Вот. Возможно, во вселенной Трампа, пишет там другой автор на Bloomberg, во вселенной Трампа снижение цен на нефть приводит к ослаблению инфляционного давления. Проблема в том, что трудно понять, как падение цен на нефть способствует масштабной добыче. Удивительное открытие, на которую нацелены директивы президента. Это, знаете, вот шокирующее открытие, оказывается. То есть, когда Байден говорил, американские компании, быстро увеличивайте добычу, и цены должны упасть, это было нормально. Да-да, мудрый Байден, он молодец, демократическая партия супер. Пришли республиканцы, говорят примерно в том же направлении. Увеличим добычу, цены упадут. А как это вы увеличите добычу, если цены упадут? Добыча денег стоит. Открытие с каждым днем просто. Знаете, скоро они узнают, что, оказывается, надо деньги вкладывать не только в текущую добычу, но и обеспечивать воспроизводство запасов. Фантастическое открытие. Ничего фантастического. Причину я, по-моему, уже нашел. Указ Трампа о наличии всего 2 полов. И все. И в Блумберге неожиданно появились головы.